В этом видео мы рассмотрим действие интересного средства на древесину. С помощью него мы получим яркий и эксцентричный эвкалипт, огненный дуб разной интенсивности. Превратим бледную вишню в спелую черешню. Главное, мы узнаем, как это средство можно приготовить дома буквально за копейки. Причем такое же от Бормы стоит серьезных денег. Итак, вот у нас панелька со шпоном эвкалипта. Я немного поспешил, не выдержал клей до густоты, и он вышел местами. Для сравнения, дальше лежит кусок мореного эвкалипта. Такой шпон продается уже в 5 раз дороже. В следующем видео мы добьемся и такого преображения тоже. Эвкалипт – один из самых недорогих видов шпона. Естественно, его цвет довольно бледный и неинтересный. Но благодаря некоторым чудо-средствам мы можем существенно менять его цветовую палитру и интенсивность окраса. Нанесу водный раствор на нашу панельку с помощью тряпочки. Работаю строго в очках и в перчатках. Выдерживаю пару минут и удаляю излишки сухой тряпкой. Затем для ослабления концентрации прохожу чистой водой и снова вытираю насухо. Пока заготовка влажная, цвет очень насыщенный. После высыхания все немного по-другому. Шпон я не подготовил как следует, не смачивал водой с последующей просушкой и шлифованием. Есть сильное даже не поднятие ворса, а вспучивание древесины. Что ж, сошлифую и проверю, что получится. Первоначальный цвет проступил довольно быстро. Теперь уже смочу водой, высушу, подшлифую мелким зерном и попробую устранить дефект. Прохожу чудо-средством еще раз, вытираю насухо. Интересно, общий цвет удачно свелся. Попробуйте сделать такое морилками. Вот что после высыхания. Светлые пятна кое-где – это пробившийся клей, который местами помешал окрашиванию. Теперь загрунтую плашку акриловым прозрачным грунтом. Эвкалипт, конечно, довольно рыхлый и пористый, нуждается в порозаполнителе по-хорошему. Нам же для проявления цвета пойдет. Выравниваю шлифованием и покрываю акриловым матовым лаком. Пока лак свежий, посмотрим как на глянцевое покрытие. Думаю, под глянцем будет в самый раз. Есть и глубина, и насыщенность цвета. Впрочем, с эвкалиптом мы еще разберемся в свое время. После высыхания матового лака можно сравнить с исходным скучным шпоном. Так что это было за средство и на что еще оно способно? Чудесное средство, которое таким образом преобразует дерево, есть на рынке. Но приготовил идентичный водный раствор я сам. Для этого я приобрел гидроксид натрия или каустическую соду или едкий натр в сухом виде. Забегая вперед, скажу, что идентичная продукту Борма концентрация раствора в районе 2-5%, судя по получаемому эффекту. Давайте сравним цену от Борма и себестоимость полученного нами раствора. 1 килограмм каустической соды сейчас стоит пусть 600 рублей, цена удвоилась за месяц. Из него можно получить минимум 20 литров чудо-средства. Ну а вот цены на 1 литр Хольц Антикс. И на 5 литров. Может и дешевле можно найти. На других сайтах, впрочем, еще дороже обычно. Самодельный раствор получится минимум в 60 раз дешевле. Это яркая демонстрация принципов современной западной экономики. Основная добавленная стоимость создается не на заводах и фабриках, а в офисах маркетологов. Но и об этом мы еще поговорим в следующих видео. Будьте очень осторожны при работе с едким натром. Это крайне опасное вещество для кожи и в особенности для глаз. Можно получить химические ожоги и лишиться зрения. И уж тем более не стоит принимать его внутрь. Раствор ясно и однозначно помечайте как опасное и ядовитое вещество. При растворении в воде выделяется тепло. Концентрация больше 5% смысла не имеет. Об этом дальше в ролике. А здесь хочу сакцентировать внимание еще на одном. Смотрите, какие предосторожности можно прочитать на этикетке производителя. При проглатывании обратитесь к врачу и покажите эту упаковку или этикетку. Во-первых, это написано по-английски,
а я купил в России. Во-вторых, где здесь информация для врача? Что он должен разглядеть? Нет даже информации о pH-показателе содержимого. Или есть, может кто увидит, где написано, что это щелочь. Содержимое – секрет фирмы. Попадание на кожу или в глаза следует немедленно обезвредить слабым раствором борной кислоты, а потом обильным количеством воды. Где эта информация? А при проглатывании к врачу с этикеткой? Вопросов много, конечно. Концентрация водного раствора каустической соды имеет значение для эффекта только в определенных пределах. Раствор концентрации выше 10%, похоже, полностью не нейтрализуется веществами в дереве и может образовывать кристаллы на поверхности. Более детальный доклад по этому чудо-средству, похоже, еще предстоит сделать. Пока же скажу, что крепче 5% раствор держать смысла нет. Общий эффект, оказываемый на окрас различных пород дерева, схож с эффектом от воздействия ультрафиолета, но со своими особенностями. Дуб, например, яркий во время протекания реакции, после высыхания приобретает зеленоватый неприятный оттенок. Вишня приобретает от темно-фиолетового до хорошего цвета классической черешни. Американский орех теряет в контрасте и тоже приобретает зеленоватую грязь. Впрочем, подразумевается, что средство используется как связующее для водных пигментных паст. Добавлю морилку на растворителе для пробы и смочу шпон дуба. Так можно легко и равномерно окрасить его в довольно темный цвет. Желтую морилку я добавил для сапели, чтобы немного притушить розоватый оттенок. Но красителя было маловато и разницы не особо-то и видно. В реальных проектах мы использовали это чудо-средство как раз для сапели и мокоры. Мы сочетаем в изделии деревянные планки и шпон, но дерево, как правило, значительно бледнее одноименного шпона. Поэтому мы разбавляли Хольц антик с водой, пока он не давал нужную степень потемнения дерева, и смачивали им фрезеровки по деревянным закладным. Так можно вполне прилично свести цвет двух материалов, а уже потом укрыть все морилкой или просто лаком. Интересно, что эффект можно частично или полностью удалить с помощью уксусной кислоты. На дубе загар все-таки остается, на некоторых породах полностью уходит. Каустическая сода используется и для двухкомпонентного отбеливания древесины, но об этом в специальном видео по этому чудо-веществу. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго.